Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. В сентябре этого года итальянская компания IK Multimedia выпустила мощнейший комбайн эффектов Mixbox. Большинство эффектов созданы на основе аналогового и цифрового студийного оборудования. Еще тогда в сентябре даже сложно было представить, что такой монстр может выйти на iPad. Но чудеса случаются, и он недавно вышел на нашей с вами любимой платформе iPadOS. Mixbox CS объединяет все 70 эффектов и процессоров от T-Rex, Sample Tank и Amplitude в едином удобном интерфейсе. Можно создавать свои собственные реки. А также в состав плагинов входит более 600 пресетов для каждого отдельного модуля, либо для всей цепочки эффектов. Его можно использовать в любом хосте, как плагин формата UV3, либо отдельно в режиме Standalone. Конечно, для детального разбора каждого плагина понадобилось очень много времени, но я постарался показать в этом небольшом обзоре все, что есть из этого невероятного арсенала эффектов и как их использовать. Также при поддержке комьюнити iOS-музыкантов Мус-Яблоки и компании IK Multimedia я разыграю одну бесплатную копию этого чудесного плагина. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на мой YouTube-канал, поставить палец вверх этому видео, обязательно написать комментарий под этим видео и подписаться на Мус-Яблоки, ссылка будет в описании. Через несколько дней рандомайзер выберет случайного победителя по вашим комментариям, и я напишу почту для связи со мной. Ну что, давайте поскорее начнем обзор. Mixbox мы будем изучать в Cubase 3. Я добавил на дорожку несколько сэмплов, добавляем Mixbox. Ну и давайте сперва изучим основной интерфейс. Вот здесь сверху мы видим 8 слотов добавления эффектов. В основном окне мы видим 4 слота, но также потянув влево, мы видим еще дополнительные 4 слота. Кликаем, видим список, вот они все эффекты. И таким образом одновременно можно добавлять до 8 штук. Последовательность эффектов можно менять, зажав сам эффект и потянув нужный вам слот. Ну и таким образом, естественно, цепь обработки будет меняться. Вот эти кнопки означают активацию, деактивацию плагина. Слева входящий сигнал громкости, справа исходящий сигнал. Индикаторы входящего и исходящего сигнала. Вот эта иконка открывает Drive Add. Очень полезная функция, то есть эффект можно использовать не на 100%, а подмешивать его. Вот эта кнопочка активирует пресеты конкретного плагина. То есть у каждого плагина есть еще какие-то дополнительные заводские пресеты. Если необходимо сбросить все по умолчанию, то есть удалить все плагины, нажимаем вот это центральное окошко, нажимаем функцию Initialize. Удалили. Также в этом окошке мы видим список готовых пресетов, цепочек пресетов, то есть их сразу же будет открываться по несколько плагинов. Таким образом можно что-то интересное найти, какую-то связку эффектов. Кнопки Undo, Redo, то есть шаг назад, шаг вперед. Кнопка включения-выключения всего плагина и микшер. То есть таким образом мы можем открыть дополнительный микшер и уровень громкости каждого из этих эффектов регулировать вот этими ползунками. Ну и в общем-то все. Ничего сложного, ничего замудренного. Все необходимые органы управления для каждого эффекта и работы с пресетами. Ну а теперь давайте вкратце пробежимся по каждому из плагинов. Краткое описание плагина, который я брал с официального сайта IK Multimedia, и небольшой тест по использованию этих плагинов с конкретными звуками. И первыми в списке у нас идут усилители. Давайте слушать. Вот оригинальный звук. Открываю пресеты, активирую плагин. American Vintage T, основан на легендарном Fender Twin Reverb Silverface, который был запущен в производство в 1968 году. Далее у нас идет British Tube Lead на основе Marshall JCM 900TM. Эта модель отлично подходит для рока и тяжелого кранч-звучания. Будучи более жестким и немного более агрессивным, он по-прежнему имеет классический тон, благодаря которому это семейство усилителей стало нарицательным в рок-музыке. Далее у нас идет кабинет. Этот процессор с большой точностью имитирует частотную характеристику некоторых из лучших гитарных кабинетов. Чрезвычайно полезен, когда вам нужно добавить средний диапазон к любому звуку, чтобы придать ему более реалистичный характер без использования эквалайзера. Следующий идет Flexi Amp. Этот процессор с большой точностью имитирует некоторые из лучших гитарных усилителей кабинетов с наименьшей нагрузкой на процессор. Далее Jazz Amp 120 на основе Roland JC 120TM. Многие музыканты держат это не такое уж секретное оружие в студии для получения великолепно чистого звука. Далее идет Modern Tube Lead, сделан на основе Mesa Boogie Dual Rectifier. Этот усилитель — модель одного из лидеров современного жесткого рок-звучания. Далее преэмп. Этот аналоговый смоделированный процессор имитирует первую ступень некоторых из самых известных классических ламповых гитарных усилителей. SVT Classic. Сделан на основе известной модели MPEG SVT Classic. Ламповый, теплый, гармонично богатый и резкий звук.
Далее идет Tone Control. Классический ламповый регулятор тембра, который воссоздает сцену формирования звука, характерную для лучших ламповых усилителей. Эффект Tone Control может придать звуку невероятное присутствие и теплоту. Далее у нас идет категория Channel Strip. Первый плагин так называется Channel Strip. Этот плагин совмещает в себе эквалайзер-компрессор, насыщая звук таким теплым ламповым характером. EQ81 обеспечивает легендарную британскую теплоту. Ключевым моментом здесь является универсальность секции эквалайзера с 4 независимыми полосами, окруженными фильтрами высоких и низких частот. EQ Comp. Этот эффект включает в себя полупараметрический эквалайзер и простой в использовании компрессор. Оба устройства с очень музыкальным звуком эквалайзера и аналоговым сжатием. Далее идет секция Delay. Первый у нас Digital Delay. Это обычный простой классический дилей, добавляющий эффект эхо. Далее идет Reverb Delay. Этот эффект сочетает в себе реверберацию и дилей для создания пространства. Ну а третьим у нас идет Tape Echo. Это точная эмуляция одного из самых известных классических эхо-устройств всех времен. Подразумевая, что это Roland Space Echo. Как разработчики говорят, что помимо винтажного звука, они добавили несколько замечательных современных функций, таких как стерео, отделение времени задержки на left и right и синхронизацию с темпом хоста. Секция Distortion. Первым идет Crusher. Эта модель изменяет звучание входного сигнала, изменяет частоту дискретизации, частоту среза, искажая ее. Может производить очень агрессивные звуки, более выраженные, чем у педали овердрайва. Далее Distortion. Обычный Distortion, который имитирует искажение, возникшее при увеличении коэффициента усиления громкости. Далее вот такой интересный Lo-Fi эффект. Цифровой Distortion. В нем также есть эффект, предназначенный для использования в качестве симуляции динамика и кабинета. Следующим идет Overdrive. Это полностью аналоговый Overdrive, воссоздает тон одного из лучших стомп-боксов Overdrive. Ну и напоследок Overscream, основанный на Ibanez Tube Scream. Очень известная в широких кругах педалька перегруза. Следующая категория Dynamics. Это различные компрессоры, деэссоры, лимитеры. На каких-то конкретных примерах показать работу плагина достаточно трудно. Давайте просто бегло пробежимся, посмотрим, что тут есть. Black 76 смоделирован по образцу, вероятно, самого используемого, наиболее известного популярного компрессора. Бас-компрессор создан на основе компрессора VCA типа. Саунд-инженеры со всего мира его используют, начиная с 80-х и по сей день. Далее идет обычный компрессор из набора T-Rex. Сверхгладкий компрессор, созданный по образцу классического лампового компрессора. Может быть очень мягким и бережным для всех типов материалов. Далее идет деэссор. С помощью этого плагина можно отрегулировать чрезмерное шипение и регулировку высоких частот. Чаще всего используется для обработки вокала. Далее идет лимитер, также из набора T-Rex. По сравнению с обычным компрессором, лимитер может обеспечить гораздо более агрессивный компрессионный эффект, который так называется лимитирование. Model 670 сделан на основе Fairchild 670. Многие ведущие продюсеры-инженеры называют Fairchild святым гралем компрессоров, потому что он придает звук, который добавляет что-то особенное в любой трек. И по заверению разработчиков, их плагин эмулирует и улавливает ту же звуковую магию. Ну и напоследок Y2A. Основан на легендарном винтажном устройстве, полностью ламповом. Это совершенно другое устройство с точки зрения конструкции, где вся магия сжатия происходит внутри оптического связанного элемента, образованного флуоресцентной панелью и некоторыми фотоэлементами, знаменитым элементом T4A. Вот такое необычное описание на сайте LA2A. Следующая категория эквалайзеров. Первым идет British EQ. Создан по образцу одного из наиболее широко используемых и признанных устройств в истории музыки. С 80-х годов на этом широкоформатном британском микшерном пульте было выпущено бесчисленное множество хитовых пластинок. EQ-PG. Первоначально разработанный как вариант стандартных 3- и 4-полосных консольных эквалайзеров.
Далее идет параметрический EQ, эквалайзер с отдельными полосами, в которых вы можете выбрать не только частоту для повышения или понижения, но и ширину. Далее идет Vintage EQ1A, создан на основе Pultec EQ-P1A. Тщательно изготовленная модель обладает всеми функциональными возможностями оригинального устройства и невероятно точным воспроизведением звука, по заверению разработчиков. Следующая секция фильтров. Первым идет Envelope фильтр. В этом эффекте частота среза может автоматически изменяться под воздействием огибающей проходящего через нее аудиосигнала. Формантный фильтр. Этот эффект создает резонансы человеческого речевого тракта для вокальных тембров. Фильтр фейзер представляет собой переменный универсальный фильтр в стиле классических педалей, фазовращателей и стоек. Фильтр C. Это эмуляция известного фильтра в синтезаторах Prophet 5 и Oberheim OBXA. Далее идет фильтр M. Этот эффект моделирует звучание легендарного транзисторного лестничного фильтра Muga. Его также можно найти в Minimoog и модулярах. Кстати, про синтезатор Minimoog у меня есть отдельное видео на канале, обязательно посмотрите. Фильтр O. Этот фильтр моделирует звук легендарного фильтра в синтезаторе Oberheim 7. Фильтр R. Этот фильтр моделирует знаменитый фильтр Roland, который есть в синтезаторах Juno 60 и Juno 8. LFO фильтр. В этом случае частота среза может автоматически изменяться под воздействием LFO. LFO также можно синхронизировать с BPM вашей композиции. Мультифильтр. В этом фильтре можно использовать одновременно сразу и low pass, band pass, high pass, и каждый на своем независимом уровне. Ну и напоследок идет педалька WOW 47. Смоделирована по образцу классической педальки WOW, которая часто использовалась в 60-х и 70-х. Далее категория модуляторов. И первым у нас идет модулятор амплитуды. Далее у нас идет автопан, автоматически перемещая стереопозиционирование звука. Обычный стандартный классический хорус, который добавляет звуку пространства и глубины. Далее идет более интересный хорус C1, создан на основе хоруса Boss CE1, модель классического аналогового хоруса вибрато. Electric Flanger сделан на основе Electro Harmonix Electric Mistress. Несмотря на то, что он обладает удивительной теплотой, он также способен воспроизводить очень универсальные звуки типа хоруса и кольцевой модуляции. Следующий идет Ensemble. Это достаточно легендарный хорус, который встроен в синтезатор Roland Juno, Salina и Arp String Ensemble. Далее идет Envelope Flanger. Это особый вид фленджера имеет свой собственный параметр обратной связи, который внутренне контролирует огибающий звукового сигнала. Обычный фленджер создает более резкий звук, добавляя к нему металлический резонанс, типа как при взлете и посадке реактивного самолета. Далее частотный модулятор. Умеет моделировать FM и кольцевую модуляцию. Далее идет такой эффект мультихорус. Далее идет Opto Tremolo. Эта модель основана на винтажном эффекте Opto Tremolo от Fender. Далее идет фейзер. Это полностью аналоговый фейзер. Воссоздает звучание одной из самых известных классических моделей прошлого. Rotary Speaker. Это эффект вращающейся модуляции, создан на основе реального устройства Leslie 147. Далее идет слайсер. Режет звук на небольшие кусочки для создания ритмических грувов. Small Phaser, создан на основе Electro Harmonix Small Tone.
Этот эффект представляет собой модель классического аналогового фазовращателя. Далее идет простейший тремоло, циклически модулирует громкость для создания эффекта тремоло. Ну и напоследок эмулятор Uni-V, основан на реальном Univox Uni-Vibe. Это симулятор Хоруса, который был сделан еще в 1969 году. Очень похож на эффект динамика Лесли, но с добавлением регулятора скорости. Далее категория ревербераторов. Первый у нас Ambience. Производит очень короткую реверберацию для имитации типичных атмосфер небольших закрытых пространств. Convo Room. Это сверточная реверберация, которая обрабатывает входящий сигнал с реальными дискретными пространствами. То есть создает звук реально записанных пространств. Далее Digital Reverb. Это такой классический эффект стандартной цифровой реверберации. Hall Reverb. Тоже достаточно простой реверб, создает эффект комнат и больших пространств. Inverse Reverb создает эффект обратной реверберации. Далее Plate Reverb создает эффект пространства, созданного механической пластиной. Room Reverb создает эффект небольшой комнаты. Далее Spring Reverb. Этот ревербератор звучит очень похоже на настоящую механическую пружину. Привет, лазеры из «Звездных войн». И напоследок Stereo Imager. Этот эффект регулирует стереоизображение. 0 — это у нас моно, и 200% — это максимально широкое стерео. Ну и напоследок у нас идут 3 сатуратора. Фонограф добавляет шумы виниловых пластинок на старых проигрывателях. Сатуратор X обеспечивает достаточно такое классическое аналоговое насыщение. Добавляя таким образом гармоники в ваш сигнал, делая его более теплым. И напоследок тейп-кассет, эффект, имитирующий звучание винтажных кассет, добавляет случайные колебания, что придает вашей музыке дополнительное аналоговое ощущение. Лоу-фай музыка нынче очень популярна. Ну вот таким образом достаточно бегло, но всеобъемляюще мы посмотрели на этот чудесный плагин, объединяющий в себе целых 70 эффектов и процессоров. Имея такой инструмент, можно смело работать на профессиональном уровне со звуком и делать качественную и вкусную музыку. Пишите в комментарии свои мысли, что понравилось в плагине, или, возможно, чего-то не хватает и что можно было бы разработчику еще доделать. Лично у меня есть мысли, что можно было бы в этом плагине допилить. Всем спасибо за внимание. Если видео было вам полезно и интересным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы следующее видео не пропустить. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.